Всем привет, ребята! Сегодня у нас очень интересная тема – питомцы Whiteout Survival. Разберем, как их получать, в чем их особенности и как правильно их необходимо развивать, и какую пользу они приносят нашей всеми любимой игре. Но перед тем, как мы начнем, хочу напомнить про наш розыгрыш. Он уже совсем близко. Осталось набрать всего 200 участников в нашем телеграм-канале и 150 подписчиков на YouTube-канале. Так что если ты смотришь это видео и еще не подписан, обязательно подпишись. Это займет секунду, но ты сможешь приблизить наш розыгрыш, который будет в ближайшее время. И еще одно. Если это видео наберет 150 лайков, то я сразу выпускаю новый выпуск, в котором расскажу об одном из самых загадочных локаций в игре – Остров Рассвета. Там будет много интересного, так что не забудь поддержать видео лайком, если хочешь увидеть продолжение как можно скорее. А теперь устраивайтесь поудобнее и давайте разбираться, кто такие питомцы и почему без них Whiteout Survival никуда. Поехали! Сегодня я хочу с вами обсудить информацию о питомцах. Мы с вами обсудим дату выхода всех питомцев, которые доступны на сегодняшний день, кого необходимо прокачивать в первую очередь, как и на кого необходимо использовать дикие метки, и в каких магазинах стоит делать донатные покупки, и как игроки без доната могут добывать ресурсы для улучшения ваших питомцев. Сначала давайте разберемся, для чего нужны питомцы. В этой игре в первую очередь питомцы вам предоставляют бафы, которые вы можете использовать в различных мероприятиях. Я бы мог поделить их на два вида. Первая часть питомцев предоставляет боевые бонусы, которые вам помогут в битве, а вторая часть предоставляет бонусы развития вашего города. Помимо бафов, у питомцев есть два варианта улучшения ваших характеристик. Первый – это основной, он зависит от уровня питомца и влияет на атаку и защиту. Второй – это второстепенный. Вы можете улучшать ваши характеристики за счет диких меток, которые вы можете использовать в текущем меню. С помощью меток вы можете улучшать ваши характеристики, но какие именно у вас в приоритете, мы с вами обсудим немного позже. Что касается самого здания для питомцев, то оно будет доступно вам на 53-й день игры. В момент открытия загона для зверей вам откроется раздел «Заклинатель зверей». Ваша задача – выполнять миссии. В целом они несложные, но за их выполнение вы будете получать различные бонусы в виде ресурсов для улучшения ваших питомцев. Выполняя миссии из данного мероприятия, вы сможете прокачать ваших первых питомцев. Если кто не в курсе, то в этот день у вас есть возможность получить 3 питомца. И прежде чем мы к ним перейдем, я хочу вам рассказать, как работает прокачка уровней. Изначально вы ловите питомца, если он уже доступен у вас в определенных этапах игры. Затем вы его приручаете. На третьем этапе будут некоторые питомцы, которых необходимо будет кормить для их открытия. И затем вы уже можете заниматься прокачкой вашего нового питомца. И тут важный момент. Уровни с 1 по 9, или те, которые качаются только кормом, не приносят вам очки в ивентах. Так что вы можете их использовать, когда считаете нужным. Дальше у нас с вами есть уровни, кратные 10. Они отыгрывают самую важную роль, поэтому их прокачка отличается. В нее добавлено использование дополнительных ресурсов, такие как руководство по приручению, энергетическое зелье и усиливающая сыворотка. Их количество зависит от уровня, на который вы хотите повысить. Так как, во-первых, при переходе через эти уровни у вас будет улучшаться навык питомца. Соответственно, когда вы улучшите 10 уровень вашего питомца, навык станет 1 уровня. 20 уровень питомца – 2 уровень навыка и так далее. У меня сейчас данный питомец 90 уровня. И как только я использую все ресурсы, которые мне необходимы для прокачки, я смогу открыть навык на 9 уровень. Касательно питомцев на начальном этапе игры, то вы получаете их следующие. Первое – это пещерная гиена, затем идет арктический волк и овцебык. Из этих 3 питомцев, в первую очередь, я бы посоветовал вам прокачивать гиену, которая вам предоставляет баф на скорость постройки ваших зданий. При повышении на максимальный 5 уровень данного питомца у вас есть возможность получить баф на увеличение скорости постройки до 15%. На начальном этапе игры вам необходимо максимально прокачивать ваше здание. И если вы начали только свой игровой путь, то вы должны понимать, что начиная с топки уровня так 25 и выше, каждое повышение будет занимать довольно-таки долгое время, от 15 дней и выше. Так что, выбирая из 3 начальных питомцев, я бы посоветовал вам прокачивать именно гиену. Не забывайте, что если вы хотите запустить прокачку условной топки, либо посольства, вы изначально активируете баф питомца, а затем уже запускаете стройку. Помимо бафа гиены, не забывайте активировать функцию «Двойное время в доме губернатора». Следующий начальный питомец, который у нас идет в игре, это арктический волк, который вам предоставляет энергию губернатора. Я вам советую прокачивать волка только в том случае, если вы прокачали гиену на максимальный уровень навыка. Но сильно не тратьте ресурсы на арктического волка. На начальном этапе 2 уровня навыка будет достаточно. Почему именно до 2? Все просто. Для прокачки на каждый уровень кратно 10 необходимы определенные ресурсы для повышения уровня питомца, такие как усиливающая сыворотка, энергетическое зелье и руководство по приручению. Так вот, чтобы прокачать питомца на 2 уровень навыка, необходимо использовать только руководство. Вот их вы и можете использовать, так как даже на начальном этапе игры данный ресурс у вас будет в достаточном количестве.
даже если вы игрок без доната. А вот энергетическое зелье храните для других питомцев, которые у вас выйдут немного позже. Как именно добывать ресурсы для улучшения питомцев, мы с вами обсудим немного позже. А вот если вы хотите знать, какое количество ресурсов необходимо для прокачки каждого из питомцев и на какой день они выходят в игре, то те, кто подписан на мой телеграм-канал, тут в курсе, что я с женой вам пару месяцев назад сделал таблицу, на которой показано, какое количество ресурсов необходимо для прокачки на каждый из уровней питомцев. И показаны даты выхода всех питомцев, которые доступны у нас на сегодняшний день. Я оставлю таблицу под постом с этим роликом у себя в телеграм-канале. Так что если вы еще не подписаны, пора уже это сделать. Ссылка на телеграм будет в закрепленном комментарии под этим видео. И последний начальный питомец, который у нас появляется на 53-й день игры, это овцебык, который позволяет при активации вам забрать все ресурсы на плитке, которые вы отправляете в следующий марш на сбор. В целом я бы посоветовал по такому же формату прокачивать питомца на второй уровень навыка. В перспективе из начальных 3 питомцев овцебык будет на 2-м месте, а в будущем я советую прокачать его навык на максимально 6-й уровень, который позволит вам 2 раза в день использовать данный навык, так как в некоторых случаях это становится полезным. Иногда бывают задания в различных мероприятиях, где вы будете получать очки за сбор ресурсов, а этот питомец вам будет полезен для набора очков. И теперь давайте подытожим. Из 3 начальных питомцев я бы посоветовал их прокачивать в следующей последовательности. На 1-м месте я бы поставил пещерную гиену, затем овцебык и замыкает тройку арктический волк. Следующие 2 питомца у нас появляются на 91-й день игры. Это огромный тапир и рух-титан. Тапир предоставляет нам возможность получать корм для животных, который вы используете для прокачки ваших питомцев. Раух-титан предоставляет баф для уменьшения вражеского здоровья. Если вы игрок без доната, то я по-прежнему советую вам копить ресурсы на питомцев. Оба питомца я бы не хотел вам советовать ставить в приоритет, так что прокачивайте их на 2-й уровень навыка, и на этом будет достаточно. Если вы игрок без доната, если вам срочно необходимо набрать очки в каком-то из мероприятий, и вы хотите прокачать питомца, то советую вам прокачивать титана. Следующие 2 питомца у нас появляются на 143-й день игры. Это огромный олень и снежный леопард. Именно леопарда я считаю одним из первых важных питомцев в этой игре, в разрезе PvP аспектов. Его навык молниеносный рейд повышает скорость марша и снижает смертоносность вражеских войск. Если вы копили ресурсы вплоть до 143-го дня, то в целом можете повышать навык питомца хотя бы на 4-й уровень, а затем уже дальше копите ресурсы, так как на 200-й день игры у вас появится один из самых важных питомцев в этой игре на сегодняшний день. Касательно 2-го питомца, огромный олень, я сделал ошибку и прокачал его вместо леопарда. Я думал, что чем выше будет уровень навыка питомца, тем больше будет наград. Его навык позволяет забрать награду с определенным откатом системы. Вы можете получить с определенным процентным шансом пару частей чертежей талисмана, либо проектные планы, либо кристалл огня, либо пару камней эссенции. Не делайте моих ошибок, пропускайте данного питомца. 2-го уровня навыка будет достаточно. Лучше дальше копите ресурсы на более важных питомцев, которые у вас появятся на 200-й день игры. А именно в этот день у вас появляется питомец пещерный лев и снежный примат. Именно примата я считаю одним из самых ценных и лучших питомцев в этой игре. Его навык «Лавина мощи» увеличивает вместимость отрядов ваших войск при отправке. Не забывайте, что при увеличении своего отряда ваш рейд увеличивается на это же количество. Именно данного питомца я считаю одним из самых приоритетных для улучшения. И как только он у вас появится, можете смело использовать большую часть ресурсов на него. Но не забываем мы и про 2-го питомца, который выходит у нас на 200-й день – пещерный лев. Данный питомец увеличивает атаку всех ваших войск. Невзирая на то, что примат у нас идет в приоритетности, но вы можете навык льва повысить на 3-й либо 4-й уровень на начальном этапе, так как атака войск тоже является важным атрибутом в нашей игре. Следующие 2 питомца у нас появляются на 280-й день игры, а именно железный носорог и саблезубый тигр. Из приоритетности я бы посоветовал вам прокачивать саблезубого тигра. Его навык атака хищника повышает смертоносность ваших войск. Считаю данного питомца одним из важных в игре. Смертоносность напрямую влияет на ваши показатели в PvP аспектах. И чем выше данный показатель, тем больше урона вы будете наносить. А вот 2-й питомец, железный носорог, у нас не должен быть в приоритетности. Данного питомца должны улучшать только создатели ралли в вашем альянсе. Если вы таким не являетесь, то не ставьте в приоритетность данного питомца. Его навык, сбор зверей, увеличивает вместимость вашего рейда. Из всех питомцев после 200-го дня появления, текущего питомца считаю для себя самым менее приоритетным по улучшению. И буду заниматься его развитием только для закрытия миссии развития, про которую мы с вами поговорим немного позже. И на сегодняшний день у нас есть еще 2 питомца, которых не так давно добавили в игру. Ожидаемо, что такие питомцы должны были быть, так как не хватало бафов такого формата. Данные питомцы у нас появляются на 370-й день игры. Первый – это мамонт, который нам предоставляет баф «Крепкая шкура», повышающий защиту ваших войск. И следующий питомец – это ледяная горилла, которая предоставляет вам баф
повышающий здоровье ваших войск. В целом, оба навыка данных питомцев важны в этой игре, но выбирая между защитой и здоровьем, я выбираю здоровье, и по этой причине буду советовать вам прокачивать именно гориллу. Вот и все питомцы, которые доступны на сегодняшний день у нас в игре. Если выбирать по приоритетности, то я бы поставил следующую тройку лучших питомцев по прокачке. На первом месте я бы поставил снежного примата, на втором месте саблезубого тигра и на третьем месте ледяную гориллу. Остальных питомцев я бы выделил как менее приоритетные, но это не означает, что их не нужно прокачивать. Но для них бы я выделил меньшую приоритетность прокачки. Теперь давайте с вами обсудим, где необходимо добывать ресурсы для улучшения ваших питомцев. С учетом одного из последних обновлений, за улучшение питомцев мы теперь можем получать различные небольшие бонусы в виде ресурсов на них. Мы с вами заходим в миссии развития и обращаем внимание на данный пункт. Вам предоставляются различные задания, где ваша задача выполнять их. И за это вы будете получать небольшие бонусы в виде ресурсов на питомцев и алмазы. Следующий вариант добычи ресурсов на питомцев – это использование приключений. Ежедневно вы можете забрать 5 наград сокровища союзников, где с определенным процентным шансом вы можете получить корм, метки для улучшения питомцев и алмазы. Помимо этого, вы можете использовать приключения питомцев. Вам предоставляется 4 попытки в день. На карте вам предоставляется клад, который может быть у вас один из 3 уровней. Ваша задача – использовать энергию, и за поиски клада вы будете получать награды для улучшения питомцев. Следующий вариант добычи ресурсов – это магазин Альянса. В недельном разделе у вас есть несколько опций для покупки ресурсов для улучшения питомцев. И обязательно покупкой в данном магазине после пропуска переноса я считаю персональный сундук с материалами для улучшения питомца. Данная опция появляется в магазине Альянса ориентировочно с 3-го поколения героев. Корм я считаю тоже удобной опцией в этом магазине, но беру в довольно редких случаях его в текущем магазине. Касательно добычи фишек для получения ресурсов в этом магазине, то вы их можете получить в немалом количестве. Мероприятие «Безумный Джо», «Ловушка на медведя» и «Мобилизация Альянса». Помимо этого, бывают различные мероприятия для добычи ресурсов на питомцев. Но количественный показатель ресурсов в таких мероприятиях довольно-таки маленький, в отличие от вариантов, которые я вам озвучил ранее. А теперь мы с вами поговорим про метки питомцев. Сами метки у нас бывают двух видов. Обычная дикая метка, их можно найти в приключении питомцев, купить за алмазы. Если что, одна метка стоит 500 алмазов. Иногда они бывают в битвах за форт и, конечно же, донатный вариант. Продвинутая дикая метка, их также можно найти в приключениях питомцев, в внутриигровых магазинах, таких как Тайный магазин, магазин Арены, Чемпионат Альянса, Каньона и, конечно же, донатный вариант. На текущий момент я не приобретаю метки дополнительно, а использую только те, которые собираются из приключения питомцев. Как и любой другой ресурс, я их коплю на протяжении нескольких месяцев, а после этого использую на мероприятии Король Ледяного Поля. Вы можете их использовать в своем любимом ивенте. Главное, убедитесь, что делать это в правильный день. Теперь давайте посмотрим, как они работают. Тут мы видим, что каждый питомец имеет 6 показателей, которые вам уже знакомы. Это смертоносность и здоровье каждого вида солдат. Усовершенствование с помощью меток случайным образом изменяет эти показатели. После того, как вы активировали метку, вы можете принять либо отказаться от этих изменений. Конечно же, продвинутые метки вам дадут более высокий шанс на улучшение этих показателей. Теперь давайте посмотрим с вами на сами показатели. У нас всего их существует 5 уровней. Первый – это обычные. Фон показываться будет серым у вас. Следующие – необычные, они у вас идут зеленого цвета. Третий – это редкие, синие. Четвертый – это великие, фиолетовые. И пятый – это мифические, золотые. Если это не первое видео, которое вы смотрите, то этот принцип вам знаком. Чтобы перейти с одного уровня на другой, нужно набрать необходимое количество процентов, которые вы сейчас видите на шкале. Так как мы никогда не знаем, как поведет себя та или иная метка, совершенствование может потребовать разное количество меток. При этом вы должны понимать, что если вы уже прошли порог и перевели один из показателей с одного уровня на другой, то с этого момента процент не будет опускаться ниже базовой цифры этого уровня. Также я рассматривал вариант совершенствования одного конкретного показателя. Вы все прекрасно понимаете, что из этих навыков у нас идет приоритетность на здоровье пехоты, смертоносность копейщиков и смертоносность стрелков. Также я рассматривал вариант совершенствования одного конкретного показателя. Я пробовал это на ферме, но для меня это не принесло желаемых результатов. Возможно, я изменю эту стратегию, когда буду уже прокачивать метки на мифическом уровне. Поэтому на текущий момент я совершенствую показатели следующим образом. Беру одного питомца, перевожу полностью его характеристики с необычного уровня на редкий, и так по всем питомцам. После этого буду переводить с редкого уровня на великий. На текущий момент для меня это самая сбалансированная стратегия. На сегодняшний день я не нашел альтернатив, так как в целом я не доначу на ресурсы питомцев и стараюсь найти максимальную выгоду. И на сегодняшний день на основе моих ресурсов я выбрал для себя решение просто стандартно прокачивать их и надеяться на шанс. Касательно доната на питомцев, лично я не делаю покупки на данный аспект в игре. В далеком будущем, а я надеюсь это рано или поздно произойдет, я получу VIP 12 уровня. И тогда я смогу все свои алмазы тратить уже на метки. Если кто не в курсе, то одна метка стоит 500 алмазов.
В целом, метки питомцев довольно-таки затратная функция в игре. По этой причине свои донатные средства я трачу на другие атрибуты. Донатить или нет на питомцев – это уже ваше право. Но если вы хотите все-таки это сделать, то я вам советую данный магазин – персональный сундук питомца. В этом магазине вы можете купить всевозможные ресурсы для улучшения ваших питомцев. Как мне говорят люди, которые донатят на питомцев, данный магазин считают самым оптимальным из стандартных магазинов, доступных в игре. Ну что ж, друзья, надеюсь, теперь вы лучше понимаете, как работают питомцы в Whiteout Survival. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк. Напоминаю, как только наберется 150 лайков, я сразу выпускаю новое видео про остров Рассвета. Оно будет не менее интересным. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также заходите в наш телеграм-чат. Осталось всего 200 человек до розыгрыша и 150 подписчиков на YouTube-канале. И тогда мы сразу с вами запускаем розыгрыш, и призы будут ждать своих победителей. Пишите в комментариях, если остались вопросы по теме, либо же если вы хотите, чтобы я сделал ролик на какую-то другую фишку в игре. Я читаю все и обязательно отвечу. До встречи в следующих видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.